Even if I'm leaving you at the door, even when I know that you're never alone, harder than imagined, harder when it's cold. Even when I'm playing in the fire, even when I'm Тихо, 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 тихо. Бусь. Тут место занято. Вот у нас ревность происходит. Буся хотела, чтобы ее погладили, а Васька пришла ко мне на колени, села, мурчит, жмется ко мне, ластится. Я думаю, ее сегодня помыть, наверное, надо. Да, Василис? Надо помыть тебя, тут и грязненькая. Только надо сначала печку натопить. А то, да, Василис, надо намыться. А то у нас так получается, что сейчас ночи холодные, и вчера был очень сильный дождь, на улице влажно и прохладно стало, жара спала, и в доме тоже влажно. Вот думаю, натопить печь, чтобы было тепло, чтобы она немножко, подсохла, скажем так. Помыла Василису. Она так спокойно сначала не поняла, что я в воду опустила, там немножко ванну налила по грудь ей, так по пузико. Вот. Потом начала, когда уже мыть шампунем, она начала урчать. Поняла, что что-то здесь не так, когда я уже намочила ей шерсть полностью. Начала так возмущаться. Вот. Испугалась уже, когда уже холодно ей стало от воды. Ну и все. Дала, правда, не дала себя вытереть как следует полотенце. Она уже вон даже просохла, да, Вась? Вот она. Только не ходи на мою комнату. Вась, пойдем от тебя в креслице. Вась. Вот запрыгнула сюда в кресло, я ей постелила здесь, чтобы она вылезалась. Мне кажется, у нее хвостик ранен, потому что когда я уезжала, у нее хвост трубой стоял. А когда я приехала, она стала ходить с повисшим хвостом. То есть я ее на ночь на улице оставляла, на веранде не запирала. Когда вот в город вещи ездила собирать на ночь. И приехала на следующий день, и у нее хвостик уже опущенный. Она с опущенным хвостом. И вот сейчас она очень так болезненно реагирует на то, что когда я хвост ее трогаю. Не знаю, что с ним случилось, но вот она даже лечь не может. Пытается ютиться. Вот вылизывается. Васечка. Не удалось мне ее вытереть как следует. Она урчит. Кошка крупная, и я боюсь ее разозлить. Лапы у нее такие, не дай бог. В 3 раза больше вон Буськиных и Тришиных. В общем, жду, когда обсохнет, может быть, здесь. Это Васечка. Триша возмущена, что здесь лежит еще кто-то. Порыкивает на нее. Мокренькая такая. Пришла молчать. Привезла, значит, к бане тачку, чтобы собрать хвороста в нее, чтобы не таскать его к печке постоянно. Сейчас побольше соберу, и будет у меня на веранде стоять целая тачка хвороста. Буська со мной выпросилась, и вот мы с ней тут сидим, собираем. Вот она все обнюхивает тут. И Василиса к нам присоединилась, да, Вася? Ты моя хорошая, да. Намыли сегодня ее, чистенькая она. Да, Буся? В общем, Василиса теперь на регулярной основе носит мышей Буси. Я думала, это у нее была разовая акция. Оказывается, нет. То есть, вот интересно, как получается. Я кормлю, значит, Ваську, даю ей еду. Там какой-нибудь сухой корм или пакетики вечером. Она уходит, после этого поест, уходит и несет мышь. Мышь приносит, кладет где-нибудь или на крыльце, или на веранду. И все. И Буська хватает ее и ест. Василис,
Вот. Буся, ну не шипи ты на нее, она же тебе мышу принесла. Ой, я не могу. И она прям цепляется в эту мышь зубами, и все, и урчит, и это хватает и убегает куда-нибудь. Вот она убежала поесть сюда. А Вася уже погрызла там корма сухого. Опять. Буся, ну, Бусь, Василиса тебя кормит. Добычица наша, добычица, Бусечку покормила. А ты на нее шипишь. Бусь. Пошла еще, наверное, одну ловить. А Буська довольная. Она жрет теперь их регулярно. Каждый вечер. Вася, если я ее выпускаю вечером вот перед сном погулять, она несет мышь. Вот она куда-то опять в сад пошла. Буська уже сожрала одну мышь. Не успела я заснять. Там драники готовлю. Ну что, мой шкафчик, никак не найду тебе сборщика. Уже думаю, самой что ли начать собирать. Хотя бы попытаться, по крайней мере. Ну, какой у нас закат красивый сегодня. Будет скоро. Еще солнышко не зашло. Попытаюсь собрать. Что делать? Even if I'm leaving you at the door, even when I know that you're never alone, harder than imagined, harder when it's cold. Even when I'm playing in the fire, even when I'm doing it for all my life. Поставила сюда стол, чтобы утром выходить, садиться и завтракать. Пожарила себе гренки, сделала кофе. Сижу такая, и бац, бежит Василиса, несет в зубах мышь. Я как раз Буську вынесла. Это, как всегда, кормит ее мышью. То есть бросает мышь на пол. Буська в нее цепляется опять. Хватает и бежит вот сюда. Вон она сидит, жрет эту мышь теперь. То есть у Буськи теперь каждый день завтрак в виде мышей. Она уже ими не блюет. Просто жрет, хрустит. Бусь, вкусная мышь, да? Ну все, ты позавтракала. На улице стало немного прохладно уже по утрам. Ночью так вообще холодно. До минус 14, хотела сказать. Плюс 14. Уже чувствуется такой холодок. И я уже немножко стала топить печку маленькую, чтобы она горячую воду по трубам разгоняла дома. Ну, дом тепло. Совсем чуть-чуть хватает, чтобы потопить, чтобы спокойно спать и не мерзнуть. Бусь, ты поела? Бусь? Бусь, все, больше нету мыши? Ты все доела? Бусь, ну не надо больше там жрать всякую гадость, Буся. Вась, ты Бусю на мышей натаскиваешь, да? Чтобы она мышек научилась ловить, да? Буся теперь будет охотницей, да, Вась? Ты моя кошечка. Ты моя хорошая, да. Ну, скажи, на мышек натаскивай Бусю. И подкармливай, скажи, мышками. Да, скажи. Я не нахлебница, скажи, я ношу мышек. Even if I'm leaving you at the door, even when I know that you're never alone, harder than imagined, harder when it's cold. Even when I'm playing in the fire, even when I'm doing it for all my life, harder than imagined, harder when I let it go. Tell me that love is enough, the seas will be parted for us. Tell me that love is Василиса опять несет мышь. Вон она пошла. И сейчас вот я хочу показать, как Буська
будет ее есть. Пусть пойдем, тебе Вася принесла мышку. Это уже вторая мышь на сегодняшний день. Утром она, значит, ела, Васька ей приносила. И вот второй раз. Ну-ка. Вот она схватила и побежала. Вон, только пятки сверкают. Она боится, что я у нее отниму эту мышь. Удивительно, раньше она только сухой корм ела и влажные пакетики. То есть кошка домашняя, никогда не видевшая мышей, выросшая в квартире. Фу, блин, как она ей хрустит. Я просто не могу даже слушать. В общем, вот. Even if I'm leaving you at the door, even when I know that you're never alone, harder than imagined, harder when it's cold. Even when I'm playing in the fire, even when I'm doing it for all my life, harder than imagined. Буся пристрастилась к вареной картошке, неожиданно для меня. Городская кошка жрет вареную картошку, смотрите. Прям даже причмокивает. Офигеть просто. Бусь, ну ты вообще... Смотрите, это вареная картошка. Вот сижу, режу для себя. Сейчас буду жарить ее на сковородке, хочу, на масле. На, Босик, на еще. В общем, собрали мне шкаф. И шкаф оказался действительно сюрпризом. Вот типа таким, как Буси и Триш. Кошкам очень нравится шкаф. Видите, как они балдеют от него. Это твой домик, да? Тебе нравится, Триш? И Буси тоже нравится. Всем нравится шкаф, кроме меня. Чем он мне не понравился? Короче, тут так странно. В общем, на фотографиях вот эти полки были расположены равномерно. То есть по высоте друг от друга. А здесь получается... Здесь и здесь одинаковое расстояние. Здесь очень высокое и здесь маленькое. Ну, наверное, здесь вот буду делать полочку. И представляете, какой сюрприз в этом шкафу? Вот здесь должна быть штанга. Она, конечно же, в комплекте в коробках лежала, но она оказалась гораздо короче самого шкафа. Да, вот по расстоянию оттуда до туда. Где-то вот так вот штанги не хватает. И плюс еще на фотографиях над штангой должна быть полочка. Полочки не было в коробках. И даже, вот видите, даже для нее отверстие не предусмотрено здесь. В общем, я написала менеджеру. Он мне дал номер телефона, по которому нужно уточнять все комплектующие, то есть писать проблему, с которой я столкнулась. Присылать фотки упаковок нужно. В общем, я все сделала. И мне сказали, что в течение 3 дней должны мне ответить. Но мне очень нравится все, кроме того, что пока я не могу положить в него вещи. Ну вот, не повесить и не положить, потому что там я планирую еще полку сделать. И наверху вот здесь полку сделаю. Ну а так все окейно. Белый, как я хотела. Этот купе раздвигается в разные стороны. Зеркало есть. Ну, в общем, буду ждать, что мне скажут. Может быть, что-то придумаем. Выпустила Буську впервые самостоятельно погулять. Раньше я с ней ходила все время на улицу. То есть рядом стояла, а она где-то лазила. А сейчас она вот постоянно ноет под дверью, ноет, просится. И я решила ее уже как самостоятельную взрослую кошку выпустить. И пусть вот что хочет, то и делает. Вот на веранду двери открыла ей, чтобы она, если что, забежала. Вот, а так пускай самостоятельно гуляет, осваивается тут.
Не знаю, что с ней будет, может, приключения какие-то будут. Но пока вот возле дома сидит. Сидит такая, оглядывается. Пошла куда-то, пошла. А Триша у нас домашняя кошечка, да, Триш? Скажи. Я скажу, умненькая девочка. Никуда не прошусь, проблем никаких не делаю. Ну, Тришень. Я, скажи, тихонечко сижу на печке, и все, и кушать иногда выхожу. И не мяучу. И по ночам мотыльков она ловит. Моль и мотыльков. Вот они вылетают ночью. И она их начинает ловить. В общем, у нас Буська по мышам с Василисой, а Триша по мотылькам. Мотылькам и Молли. Да, Тришень? Вот так вот. Ой, любимые коробки. Пошла, пошла. Кажется, Буся поймала мышку. Бусь, покажи ее. Ой, она пищит прям. Бусь, мышку покажи. Она ее поймала реально. Хвост распушила какая. Ешь, ешь, Бусечка, кушай. Ну вот, Буся охотница, мышей ловит. Вон она ее несет, несет, несет. Моя-то умничка. Кушай, кушай. Мышу поймала, прям возле дома вон. Сейчас будет ее есть. Она прям ее шевелится. Ешь, Буся, ешь. Ешь, она сейчас убежит. Она у тебя это, жива еще. Вот так вот Васька ее натаскала на мышей. Она теперь мышей ест. Все. Ловит мышей Буся наша теперь возле дома. Да, Бусь? Ты поймала мышку? Ну-ка, где она у тебя тут? Покажи. Она у тебя, наверное, сбежала уже. Все, нету. Бусь, где мышь-то? Все. О, вот она. Где она, Бусь? Где мышка? Лови, лови ее. Вот. Так быстро прыгает. Ой, ой, блин. Вон она, вон она. Ой, ой. Все, вот поймала, поймала. Добычица наша. Ой, ой. Вот так вот. Буся теперь ловит мышей. Ёлки-палки. Бусь, она живая. Сейчас убежит от тебя опять. Давай, хватай ее. Что-то ты ее плохо хватаешь. Бусь. Давай ешь ее. Она лежит возле нее, она ее даже нету. Никак. Бусь. Ну и что, ты будешь возле нее сидеть? Она же убежит. Она же убежит. Мышь твоя. Да. Вон она. Бусь. Кс-кс-кс. Ну все. Поймала. Ой, Буся. Фу. Ой, хрустеть. Все жрет мышь. Фу, кошмар. Она еще шевелится. Ой, Буська. Выпустила Тришу. Пусть она тоже немножко погуляет. Походит здесь без шлейки. Да, Триш? Пошла. Хвост беличий, котий. Васька залезла на стол. Бусю научила мышей ловить. Вот умная девочка. Мышей ловить научила Бусю. Умная девочка. Хорошая, да. Да, да, Василис. Вот так вот. Вась, покажись какая-то. Вася. Покажись, какая ты красотка. Вот и готов наш шкаф. Киски, вам нравится наш новый шкаф? В общем, здесь была решена проблема с полками
поставили мне вот такую вот полочку, от другой мебели отрезали. Я ее потом пленкой белой закрою, заклею, и будет она такая же белая. Вот, и со штангой тоже у нас решилась проблема в этом шкафу. Пришлось покупать в мебельном магазине штангу, она была намного длиннее, обрезали ее, чтобы подходила к моему шкафу. И вот эту вот полку, которой не хватало, тоже от другой мебели отрезали, тоже буду или клеить пленкой белой, или красить ее. В общем, вот, осталось только помыть его, и уже можно вешать вещи. Ну а здесь у нас бусинда вылизывается прямо на столе. В общем, полку, которая висела вот здесь на месте шкафа, мне перевесили над столом. Получается, да, мне так будет удобнее. И сюда я, может быть, какую-то кровать поставлю или еще что-то. Вот сюда в угол поставлю пуфик, на котором можно будет сидеть, переодеваться. Вот, переобуваться там или еще что-то. Ну, как типа гардеробная будет у меня. Наполовину гардеробная, наполовину рабочая зона, можно сказать. Да, Бось? Вот так вот нам сделали. Так что все хорошо. И там красивейший закат сейчас. Просто офигенский. Ой, книги упали. Смотрите, как красиво. Из окна. Продолжение истории со шкафом. В общем, написала мне менеджер WhatsApp, который обслуживает заказы. И я ей сказала, что уже купила штангу, что у меня есть чек, вот. И она, значит, сказала, присылайте чек, мы вам возместим вот эти затраты на штангу, поскольку мы положили короткую штангу. Но вот возмещать отсутствие вот этой полочки и той, которая вот здесь вот эту, которую доделала я, мне отказали. Сказали, что модель этого шкафа не предусматривает полку над штангой, хотя на фотографии была четко видна полка над штангой. Вот. И получается, что эти полки я сделала себе сама. Но хотя бы стоимость штанги мне возместят, и то хорошо. Плюс еще затраты на сборку этого шкафа. Ну, в целом мне вышло что-то где-то около 11 тысяч вот с такими приключениями. Но я считаю, это стоит того, потому что в магазине такой шкаф стоит около 20 тысяч, а здесь на Авито мне в 2 раза дешевле он вышел, получается. Шкаф шириной 1,5 метра и высотой 2 метра. Вот, смотрите, в магазине вы не купите за 11 тысяч точно. Even if I'm leaving you at the door, even when I know that you're never alone, harder than imagined, harder when it's cold. Even when I'm playing in the fire, even when I'm doing it for all my life. Растопить русскую печь не так-то просто, как кажется. Я вот полчаса где-то с бубном плясала вокруг нее. Посмотрите, какие у меня руки от золы. И вот здесь дрова, растопка, бумага на растопку. Веток я туда накидала. И наконец-то она горит. Растопилась. Я туда кидала этих и веток, и дров, и коры, и бумаги, и что я еще туда? Розжиг плескала. Ну, полчаса нужно было где-то. Ну, никак. Ну, вот, наконец-то. Хочу сегодня печенье попробовать испечь в русской печи. Посмотрим, что получится. Harder than imagined, harder when it's cold.